А, да. Москва, дождь. Здорово, Сереж, здорово, здорово. Ты как обычно первый. Москва, дождь, а у нас что? У нас в квартире газ, а у вас нормально погода. Тепло на улице, хорошо. Прикинь. Ну вот так вот. Так, пока так. Вот так. Сделаем. Как сказала Настя, я тут живу. Да смешно, смешно. В смысле, я не понял. Так. Оживай, ссылочку. Ссылочка. Осуждаем. Москва, там погода может меняться каждые 20-30 минут. Я был витой просто. И раз ты начал, я сразу... Да понял, Сереж, я понял. Надо написать. Так, ты там напиши, я там напишу. Хорошо? Что такое? Уже все. А, вижу, вижу, да. А я пока еще нет. Пумс. Тынц. На вашем канале началась трансляция. Спасибо, YouTube, спасибо. Огромное, что на моем канале, оказывается, трансляция началась. О, как, представляешь? Обалдеть. Я в шоке. Три. Блэк. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Здравствуй, дружище. Здорово. Уведомление не приходит. Ну, видишь, Тём, как вот. Тут как-то кому не приходит, кому приходит. Вообще. Сейчас мне пришло, что я начал с трансляцию. Представляете? Как так может быть? Непонятно. Привет вам. Спасибо. Понедельник музыкалку. Купил гитару. Ну, нормально. О, Катюша, ёкарный бабай, какие люди. Екатерина, здравствуйте вам. Обалдеть. Добрый вечер. Привет. Ставим пальцы вверх. Фолловимся на мой канал. Фолловимся. Сейчас будем делать... Я понял. Ну ты что там, Блэк? Сейчас я представляю все твои 800 ребят, как забегут сюда. Да? А что ты с этим не разговаривал там, с парнишкой, у которого 10к фолловеров? Если он не захочет там, так, просто спроси сколько.
Сколько это будет стоить? Арсен! Здравствуй, дорогой! Арсенчик! Здравствуй! Я, короче, в Смуил еще 2 песенки загрузил. Голуби и... А какой еще я загрузил? Ахра, карие глаза. Точно, ёкарный бабай. А где Арсен? Вот просто все, один это Арсен. Как дела? Нормально, нормально. О, Настенька, привет. Приветули. Ваня, здравствуй, 3 троечки. Я тут. Молодец. Ахра, спой. Карие глаза, что ли? Мих, ну сейчас поем, что ты. Тем, подожди чуть-чуть, пусть ребята забегут, подбегут, так сказать. Сейчас поем, что, не вопрос. Тем, ты же знаешь. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Моя бывшая должна подойти, у нее 2-го был день рождения, она замоталась, короче. Я же ждал ее. Вот. А она не зашла. Хотела поздравить. Она должна сейчас зайти. От души спасибо. Да подожди, еще пока незачем. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Не. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить. Целый мир готов тебе и я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Как хочу, чтоб знала ты про тебя лишь мои сны. Как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка.
девочка моя. Тёма, здорово тебе. Здорово. Чё, металл привезли, нет? Да так и будет, чё, ничего страшного, черный, блэк. Похеру, пусть ставят. Они забегают, потому что они заблокированы тут. Я их заблокировал, и все. Им что делать? Им только минус поставить, и все. Пусть ставит хоть не 4, а хоть 4000 дизель. Вообще параллельно. Мыши двухногие. О, Сереж, молодец, прям сказал. Да. Пусть ставят, что? Мне вообще без разницы. Ближе к вечеру Растафарай споешь, да легко, ёпта. Че? Вообще не вопрос. Нет, Мих, здесь он покупать будет. В смысле здесь? А что тогда я сегодня целый день потерял? Ёкарный бабай, ну серьезно. А что, Макс варил что-нибудь? Мне надо 4 хлыста 20-й трубы. Я бы сегодня 2 оградки захерачил. А что он ездил тогда в Энгельс? Зачем? Я в шоке. Вообще, что у него в голове с шефом? Целый день, считай, я короче, потерял. Я в шоке вообще. Ну, что это за херня? Миха тебе не дают металл? Да нет, Сереж. Они там не порезали в Энгельсе. Серьезно? Из-за этого он не привез металл? Не, ну а чё, конечно. Рук-то нет. Я бы сам бы его пильнул бы там. А, у него же спина, я забыл. Нет, Сереж, там долго объяснять. Пока сегодня... Да отдохну, Сереж, сейчас еще месяц и все. И будем там раз в неделю выходить. Работать. Ух ты, ёб, что это у нас там горит? Отдохнем, Сереж, отдохнем. Не беспокойся, что ты. А хотя звонил. Че звонил? Куда звонил? Что там говорит? Да я не знаю, вон что-то. Да это в Чермете, походу, пацаны что-то подожгли. На ночь глядя, чтобы им честно прилетело. Хотя нет, это ничего. Хотя, не знаю, так. Примерно, да. Да машину какую-нибудь, Сереж, подожгли, и пусть она ночью горит, а завтра пацаны будут утром уже резать ее. А, дело такое. В Энгельсе. Так он сегодня сам там был, Артем. Он там не станок это купил. Видишь, ты сегодня дома сидел? Ну, я, в принципе, сходил на работу, чай попил с пацанами, пошел домой. Мне типа выходной дали. Все. Хотя 12 хлыстов 50 на 25, 10 хлыстов 60 на 30, можно было бы те же кресты варить. Сколько? Да представь, 22 креста. Обалдеть. Не знаю. А Макс целый день работал, что ли? Артем? Что-то все зашли и убежали. Ну как вот так? Как? Катя зашла, тут Люцик. Здорово тебе, Люцик. Здорово, братан. Сейчас тоже уйдет. Вот увидишь.
Хотя, в принципе, у всех дела, я понимаю, хоть уважение. А вон она, Катюш, смотри, она ждет Люцифера. Вот Люцифер, что они будут болтать. Ха, вон она что. Они договариваются, что ли, там, я не знаю, зайти, если заходит, то вдвоем. Катя здороваться не учили. А красить ты будешь, а Макс до 2 был. Не, я красить не буду, Тем. Я в тот раз покрасил. Он мне дал банку, короче, ну, на, покрась оградку. Ну, там надо было, чтобы ушло там чуть-чуть. Я, короче, всю банку ушатал. Он говорит, а что, не осталось ничего? Говорю, нет. Он говорит, больше к раскопульту не подходи. Ну, нормально, что. Че, Екатерина? Вам, может быть, спеть милые зеленые глаза? Вы как на это смотрите? Или что? Че, кисточка? Какой кисточкой, Сереж? А что, раскопульт? Ты смотри, Тёма, там смотри, что прям дымится конкретно. Но взрывов нету, ничего, ни шифера не летит, значит. Лучше кап-кап. Кап-кап, хорошо, хорошо. Вот она на оторванном листочке, на одном из ужаса сколько. Екатерина, все, я вас не знаю. Обалдеть. Когда же у меня модем будет вот этот перещелкивать постоянно, чтобы экран не тух. Ужас. Невелика потеря. Катя, привет, сейчас посмотрю. Да вон что-то там видно. Что-то дымит, короче. В стороне Черметы. Туда. Чуть-чуть правее. Кап, кап, барабанит дождь по крыше. Ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. Ты стоишь перед камином. Я пришел к тебе с повинной под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем. Пляшет пламя на поленьях. Как держишь книгу на коленях, как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя. Как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя. Как мы с тобой давно расстались, как но следы любви остались. И я не хотел бы, чтобы вновь кто-то растоптал мою любовь. И я не хотел бы, чтобы вновь кто-то растоптал мою любовь. Как барабанит дождь по крыше.
Ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. На ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. Кулибин, здравствуй. Сара, здравствуй. Десерт, здорово, братиш. Коди, здравствуй. Вот это ничего себе. Как же, Туха, вижу нормально, все редко захожу, но вижу онлайн нормально. Ну да, Десерт, если бы еще хейтеры не доставали. А в принципе по барабану на них. Здравствуй, Десерт, здорово тебе, дружище. Это не черми. Да все уже там ничего не это самое. Кто-то, не знаю, что-то сжег. Сжег уже все. Вообще по барабану. Привет, ребят, привет всем. Спасибо, что забежали ко мне. Огромное. Михаил, рада вас видеть. Спасибо, Сарочка, спасибо. Растафарай, говорит, можно попозже, Растафарай. Да. И смертный, не перегибай, улыбайся. У меня просто пальчики умелые. Ох, ёкарный бабай. Это ничего себе. Мишка, а там чермета много? В смысле много? Как это? Вот как, Сереж? В смысле много чермета? Да, у нас 2 чермета осталось. Было 13 или 15 точек. Сейчас осталось 2. Да кто-нибудь что-нибудь жгет, я не знаю. Там, солому как-нибудь. Не знаю. Я думал, что на чермете. Хотя, может, и на чермете. Да, скорее всего, да, на чермете. Ну, подожгли в ночь, Сереж, чтобы МЧС не приехал, понимаешь? Потому что если у нас видно, там, дымяет очень сильно, то эти МЧС прилетают. Вот такие дела. Чё, как у кого дела, чё, погода, с погодой как? У нас, короче, днем тепло. Под вечер вообще прям. Не знаю, еще будет, говорит. А что сегодня, кто играли же наши с Сан-Марино, что кто выиграл-то? Может мне кто-нибудь сказать? Или когда наши, что-то сегодня... Да я видел, Сереж, ты первый зашел и сказал, я понял. В самом первом сообщении, что дождь. Мам, ты с кем там шикаешься? А, ты с ним разговариваешь? Ну, бывает. Игра завтра, Россия-Шотландия. А что ж сегодня что-то показывали Сан-Марино? А, повторяли, наверное, ёперный театр. А в субботу будет наш Хабиб Нурмагомедов драться. Прям удачу ему, чтобы он там... Что ли? А ты откуда знаешь? А я что гляжу? Телевизор. Всем папах сейчас выкладывает. Я не понял, ты что, Матч ТВ, что ли, смотреть начала? Будет великий этот. Какой великий? Бой. Бой великий. Портье. Господи, я чуть не заикаться не начал. Спортье, я говорю, я сам не помню, с кем он будет Хабиб драться. А тут бабах мама вылазит. Такой, Спортье, что ли? Да. Да, будет серьезный этот. Маме привет, мама тебе привет. Спасибо большое. Катюш, смотри, в воскресенье мы договорились, да? Договорились? Ну, нет дел очень много, я не могу. Ну тогда не надо. Что это у тебя вот тут? От туши, что ли, или что у тебя тут, смотри? Не, сейчас с удовольствием, я буду сидеть весь день на сцене. В смысле весь день? Да вечером также замутим, просто вместо меня ты будешь сидеть. Я буду с краешку дублировать сообщение. Ну ладно, не обещаю пока. Как погуляла мама вчера? Ты как вчера погуляла? Где? А, это не вчера, Сереж. Если на улице, то нормально. А если с девчонками, она позавчера вроде бы, да? Так, нормально. Тёма здесь, что ли? Да, естественно. Скажи Тёме, что у Лысого умерла мать. Вот это вот ненужная Ну, информация. я понимаю, Это ненужная информация. Знаю. О, Артур, здравствуй, Артур. Цветы было круто. Да, десерт ты помнишь? Спасибо. Да, спасибо, дружище. Оказывается, ты помнишь. Нифига себе, молодец. Здорово, Михаил, маме огромный привет. Здравствуйте, милые дамы и господа. Артурчик, здравствуй, дорогой, здравствуй. Дай бог здоровья маме. Да, ну, конечно, нифига себе, естественно.
Пум-пум-пум-пум-пум-пум. 13 человек, да ладно. Мишка, видео с цветами, крутое видео. Ну да, да, ну было бы. Ну чё, ребят, ну все упирается же в финансы. Было бы у меня денег побольше, я бы какую-нибудь там, я не знаю, золотую цепь купил бы. Ну сами понимаете, что. Ну, я ж пони... Вы же понимаете прекрасно, да? Что в деревне много не заработаешь. А ехать сейчас куда-то. Короче, ладно, не будем об этом. 15 человек, серьезно. Офигеть. Как поживаете, дорогие друзья? У меня сегодня, короче, выходной был, Артур. Нормально. 1020 получаешь? Получаю. О! Верочка, Наташенька, приветули, девочки. Да это все понятно. Ну, я говорю, десерт. Что вот такая фигня, короче. Ну, я подарил. Все думали там, что я там с ней на ножах, а я ее взял и подарил. Букет. Вот так. Голубка, привет. Это я твой орлик. Сержаси. Голубка, привет. Сереж, ты смотри, а то в привычку войдет. Вот так вот где-нибудь поздороваешься, привет. И все. Боже, Наташенька, свет моих очей. Сара, смотри, там поцелуй, мороженое. А мясо есть? Я мясо хочу. Вообще-то у меня полный холодильник. Мясо, сало, там вообще. Мать там что-то готовит. Сейчас запах пойдет, я просто сейчас буду петь так. А вытирать эти слюни. Да. Орлик. Значит, завтра наши в Шотландии будут биться, да? Бессмертный ты здесь. Да вот именно что десерт, я его разблокировал с одного аккаунта. Он же мне задонатил 100 рублей, говорит, не пари горячку. Я говорю, ну ладно, что, простим. Разблочил его. Вот. Мы значит, мы вспоминаем с Катериной Герцевой его, когда я пою Кап-Кап, я сейчас же пел Кап-Кап. Вот. Постоянно его вспоминаем, да. Не заходит он вообще, он пропал вообще, созерцатель. Не знаю почему так. Пусть заходит, что. Не, ну что, напишет что-нибудь, гадости какие-нибудь, заблокирую, больше никогда не разблокирую. Созерцатель пропал. Да, он очень давно тут не появлялся. Вот прям очень. Да у меня еще плохая камера была. Он тогда еще сотку мне закинул. И, короче, я его разблочу. И все. Как там сало? Сало там нормально, Артурчик. С салом все нормально. Может, он думает, что ты его не разбил? Да не, ну зашел бы, хоть посмотрел. Ну, нет его. Ну, нету. Вот. Его нету. Не, ну он просто начал. Я с сыном сидел, он начал, короче, там, за 228, короче, понимаешь? Подумал там. Я говорю, это сын, это просто ему бред, Танюш. Мать создала аккаунт. Вот. Он, ну ладно, понятно, короче. И нет бы, ну все, хорошо. Он начал там меня оскорблять. Ну что, я пацан, что ли, маленький, я что, буду сидеть, смотреть, как он будет меня оскорблять? Я его заблокировал и все. Вот. Ну опять, видишь, ну, задудонил. Я говорю, ну ладно, что, давай, что, разблокируем тебя. Разблочил его. Правда, с одного аккаунта. Вот, я ему скажу, да пусть заходит, что, пусть заходит. Просто сейчас десерт, сейчас никаких поблажек нет, потому что, ну, мне это нахер не надо, что как кто-то сидит, там, что-то кого-то оскорбляет. Блок улетает по-шустрому, да. Так что вот так. Яхья заходил на тот канал, который Страйк куда прилетел. Он что-то на каком-то другом канале, оказывается, стримы видел. Ну вот так.
Вали-баба, кто это пропал? Модерку созерцателю дай на всякий случай. Хорошая шутка. Прям, блин, знаешь, смешно было. Прям от души я посмеялся. Хозяину что-то здрасте, зерновка. Да нет, не было зерно. Да все, я уж про него забыл. Вот. Здорово тебе, Акуна Матата. Акуна Матата. Прикольно. Нет, не было его. Да и ладно, я сегодня ему опять там написал. Сегодня вот этот вот, опять видюшка вышла. Что типа, ну жду я его. Ну, вчера онлайнер ТВ тут такой есть парнишка. Он ему вчера задонатил. Он говорит, я на Твиче ищу сейчас, все. И не факт, что я зайду к Мише когда-нибудь, короче. Это бесполезно. Ну, чё, господи. Вон сколько народа, ребят, моих любимых подписчиков сидят. Смотрите, 15 человек. Я что, разве плохо, что ли? Я их знаю, они меня знают. Ого. Что, Наташа, ого? Не, слышу. А, не слышно, может, слышу. Да нормальный Яха, нормальный такой чувак. Нормальный паренек. Только он чуть не заходит ко мне. Видать, отписался, наверное, от меня. Лайки втыкаешь и забыл. Да все знают уже, Артем, что надо делать. Ох, ёкарный, вообще фантастика. 30 минут пролетел незаметно. Пойду я дымну. Так, пойду я дымну. А я вернусь. Куда же я без вас? Так, а вам что-нибудь включу? А что включи? На следующем, ну давай, пусть он рейд там что ли сделает или не знаю. Я не могу рейдить канал, потому что у меня компьютер, сам знаешь, беспонтовый. Так, щит. Так, подожди. Что, круто спели? Ах, ёкарный бабай. Тихо, 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 тихо. Привет, Ангелина нас... Геля, ты сделала себе аккаунт? Олеся, либо это ты? Я вот не могу понять. Сейчас, секунду, ребят. Сейчас мы узнаем, кто это сидит с дочерного аккаунта. Я. Кто я? Геля или Олеся? Я. Ну напиши. Там что, Геря? Сейчас посмотрим. Геря есть? Да подожди ты потихоньку, сейчас вот слетит. Нормально. Не, ну в натуре, ну... Да иди туда, сейчас я приду. Не ори. Идёшь? Олесь, сейчас я пойду дыману, и я вернусь и спою тебе песенку. Да. Не уходи никуда.
Олежек, здорово тебе. Спасибо, что забежал. Да, спасибо, дружище. Натали. Натали. Максим. Сколько зарезал. Максим Сидоров. Максим Сидоров. А что ты тут делаешь, я не понял, Макс. Это как это ты разблокировал? Сереж, заблокируй Максима Сидорова. Мне не нужен тут этот человек. Ну, молодец, быстро. Так, все, ты тут, да? Хорошо. Поехали. Поем песню. Олесь, с прошедшим тебя днем рождения. Я тебя ждал 2 сентября. Вот. Но, ты, ну, я понимаю, там дела. Давай, я тебе спою, оценишь, что, как получится. Посмотрим. Шел парнишка по опушке, сам не знал куда. По пути поймал лягушку около пруда. Та, закрыв глаза, прошептала вдруг: отпусти меня на свободу, друг. Требуй, что тебе надо. Да что ж такое, а? Блокируй, короче. Сереж, вот таких вот Максимов блокируй. Требуй, что тебе надо. Я помочь буду рада. И в награду исполню 3 желания твоих. 3 желания мучат парня, выбрать он не мог. И на первый случай выбрал золото мешок. Он теперь богат, но судьбе не рад. Деньги его жизнь превратили в ад. Требуй, что тебе надо. Я помочь буду рада. И в награду исполню 2 желания твоих. Дай же мне добиться власти на краю родном. День проходит, наш парнишка ходит королем. Но не в этом суть. В сердце парня грусть. Снова через год к озеру идет. Требуй, что тебе надо. Я помочь буду рада. И в награду исполню 1 желание твое. Здравствуй, милая лягушка, сердцу помоги. Вместо денег, вместо власти я хочу любви. И лягушка вмиг изменила лик. Перед королем королева стоит. Требуй, что тебе надо. Я помочь буду рада. И в награду исполню все желания твои. Требуй, что тебе надо. Я помочь буду рада. И в награду исполню все желания твои. Че, Алис, нормально? Ты же просила. Ты же давно меня просила. Ну, песенка супер. Спасибо, Олег, спасибо. Супер. Вот так вот.
Ну, жаль, мы все тебя ждали, короче. Тут. Ну, а ты... Ну, я понимаю, конечно. Дела-то. Ну. Чего вы там, Владику купили? Этот, чехол. Купите ему, Олесь, пожалуйста, чехол на Samsung. Ну, 10. Спасибо за песенку. Да, пожалуйста. Берешь там. Нет, это не гель, это Олеся сидит. Мгм. Сколько их еще будет? Да, Сереж, ну какая разница? Нет, вот выйти просто с прощения попросить за свои слова, которые он наговорил мне. И все. Не вопрос, сиди. Нет, без толку. Заходит с разных аккаунтов. Ну все будут переблокированы. Господи, Макс, Максим, дорогой друг, хоть ты 200 сейчас будешь тут аккаунтов, вот, все равно ты будешь заблокирован. Вот и все. Купи, Олесь, потому что, ну, сама понимаешь, это мы с телефона бережем, а они же дети, они бах-бах, упал, бабах, и точно лягушку надо. Лягушку надо загрузить все в смою. Что он пишет? А, где? Там, это не важно, что он там. Написал много чего нехорошего. Все. Нет бы выйти, да, там, Мишань, ну, не прав. Говорит, что скучные мои стримы. Сам же заходит и пакость. Скучные стримы, базара нет, не заходи, Макс. Я ж никого тут не держу, но... Не знаю, не понимаю. Стой. Ау. Да подожди ты, я только сейчас спел. Да? Да? Цой спой. Господи, можно я немножко вот как бы посижу там Ну, с ребятами потом пообщаюсь? Олесь пошла, что ли? Не знаю, наверное, ушла. Стой. Споем, мам, споем. Че, мне трудно спеть, что ли? Ну да, кому скучно, дверь открыта. Я ж вас на силком тут не держу. Правильно. Просто люди сидят. Кому-то нравится, кому-то, естественно, не нравится. Ну, вот. Да дело даже не в этом. Ну, просто вышел бы там, сказал там. Да нет, Сара, все нормально, ты че? Так на шо тогда, если не нравится. Ну да, Антоха, здравствуй, кстати. Вышел бы. Или как он созерцатель, да, от десятки ж поставил донат, как вы просили. Вот. Как созерцатель вышел, мешать там извини, туды-суды. Все, я его разблокировал. Че? Правда, не появляется. Почему? Вот. «14 человек, ребят, вы чуть пишите, что ли, не знаю. Че, как погода? У кого-нибудь зима началась? Ты что, сегодня Яндекс, что ли, говорит, что заморозки обещают какие-то. Снег с дождем где-то, ужас какой-то. Да, скоро осень. Как я не люблю осень, то слякоть, короче. Ужас. Бабье лето, какая зима? Да, не знаю, десерт. Будет оно или бабье лето? В принципе, должно быть. Ну, чтобы дождей не было. Конечно, на работе. На улице, считай, почти работа. Нежелательно бы дождей. Хотя для почвы, для посевов нужны дожди. Да.
Да ёкарный бабай, что тебя мерзнуть начинаешь? Что за фигня? Че, спеть, что ли? Че, Сереж, ты ж просил, да, Растафарая? Пересушила. Да. Земля пересушена. Сейчас и дождей что-то летом мало. Ну, у нас, по крайней мере. Да, просил. Ну, давай сейчас споем. Что. Олеся ушла, походу. Эх. Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, света солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. И снова бьет мне в глаза, пылит меня в ночи луна темнота. Ой, да, да, темнота, не отпустит ты меня, колет мне в бок, будто сталь песен даль, горизонта печаль. А мы ж тут все ногами тузами били, не смогли, смеялись, жокеры твои горстями звезды сыпали. Остановись, погоди, да ты не стой, садись, в ногах не томись. Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, света солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Огонь ожог, сизый смог выдохнет муза, пару строк под капюшон. На листы пробьется раста тексты, кто был добрей, чем Марлей, только Джа, дым-то ганджа. Злой вой, лесострой, сколько тут забрело носой, кто-то вам рано на покой, кому на тело раны. Ой, да ну ты встань, ты за моею, за спиной, любовь да покой. Мой Вавилон ведет к землям Сион. Растафарай, гоняемый львом. Место добра, место боли и зла. Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, света солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Да, офигенная песня, прям, ну блин, она мне так нравится. Спасибо, Мишка, за песню от души, братан. Сереж, ну ты же знаешь, мне не сложно никогда песни спеть, которые я... Вообще, знаете, как я ее нашел? Короче, есть такой у меня подписчик, друг 58, Федя. Я к нему на стрим зашел. Первый раз-то ладно, как к нему зашел, то не важно. Знаете, что-то зашел, он сидит там, как обычно, ну, человек-инвалид. Вот.
Ноги у нее не работают. И вот эта Растафарай, она меня так зацепила, я пошел и нашел, выучил, короче, вот так вот случайно. А сколько таких случайных песен? Там миллионы их. Вот. Федора давно знаю. Да, ну нормальный человечек. Что-то он только не заходит ко мне, короче. Федя хороший парень, Десерт, да. Красава, красава, красава. Респект. Слушай, Десерт, а вот у Яхи на втором канале, где он стримы ведет, что у него там с подписчиками? Много у него там? Я ж не знаю. Ты можешь, Десерт, слушай, знаешь, как сделать по-братски? Вот в какой-нибудь там, во вчерашний стрим, либо я не знаю, кинь мне ссылку, пожалуйста, на Яхин канал второй. Я зайду, посмотрю, что там. Ладно? Хорошо? Договорились? То, что на этом же у него страйк прилетел. 200 с лишним. Что-то маловато. Я помню, у него 700 было, а у меня было что-то 400, что ли. Я так завидовал. Ну, белую зависть, правда. Ну, здесь она не пройдет, наверное. А что здесь? Я же не я же не на своем канале сижу. Я через ОБС сижу. Я ничего не могу по сообщениям даже писать. Вот. Ну, ты сейчас кинь куда-нибудь там на мою видюху какую-нибудь. Вот. Вот, Сереж, ты говорил по десятке. Вот поставил я по десятке донаты. Смысл? Видишь? Вот так вот. Мишка. Да? Чё? Чё, Сереж? Окей, понял, под последнюю кинь. Да, десерт, дружище, кинь, я зайду к Яхе. Ну, нормальный пацан, нормальный, действительно. Скажи, как на Android найти ТС. Что за ТС? Вообще не понял, хочу. Если у тебя опять этот Т9, отключи его, как вчера Сергей Степанов ТВ тут писал. Да уже никто Т9-то и не пользуется, нифига. Нахера нужно? Творческая студия. Кстати, я вчера скачал творческую студию. YouTube канал ты имеешь в виду, что ли? Творческая студия есть такая. На Android, в Play Market. Есть. На андроиде. Творческая студия. Да она ни зачем она нужна. Там вообще там надо будет лазить в настройках, потому что, короче, как-то будут приходить оповещения уже не на твой канал на YouTube, а на творческую. Она вообще не нужна, понимаешь, Сереж, там смотришь, сколько там у тебя комментариев, лайков, короче. Она нафиг не нужна. Редактировать там видюшки там нельзя вроде, не помню. Вот. Такие дела. О, Юра, здравствуй, Юр, здравствуй. Привет с Киева, привет чату, привет, Юр, привет. А для чего нужна твой? Да хер ее знает, я ее скачал, я ее удалю сегодня с телефона. Но она вообще... Хотя, ну я не знаю, творческая студия, YouTube набери в этом и все. Он звонит, приду. Хорошо, ладно, Сереж, давай, попозже забегай. Кирилл, привял. Привял. Ты прекращай этот привял. Дака Геймер, Дака, здравствуй, дорогой, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Спасибо, что забежал. Так что, чем говоришь, это, да, Макс сегодня до 2 там работает. Она тебе не идет, Сереж, эта фишка новая. Ну, серьезно. Если он будет покупать, короче. Песня от Ильдара «Только не плачь». Нет, Сарочка, я не знаю эту песню, к сожалению. А, все, десерт, я вижу. Спасибо, дружище, спасибо.
Спасибо. О, привет, Чухан, как жизнь? Так, кто там? Артем, заблокируй вот этого непонятного человечка. О. Макс, ты никак не угомонишься? Ну ладно, чё ж. Танюш, привет тебе. Сейчас мы тут хейтеров позаблокируем. Вот, молодцы, ребят, спасибо. Быстро действуйте. Всем здравия. Привет, Танюш, привет. Нет, будут подписаться, да, там, с разных аккаунтов, поддержать бы канал. Выйти просто извиниться и все. Гордость не позволяет. Ну ладно, что. Не вопрос вообще. Дальше. Сколько у тебя там аккаунтов? 1000, 2, вообще по барабану. Как ты, Танюш? Нормально все? Про Геймер 3. Привет. Хотим песню какую-нибудь? Сейчас, Танюш, сейчас что-нибудь споем. Какую ты хочешь песенку? Сразу влепи. А, ну это хорошо, да. Спасибо тебе огромное. Геймер, спасибо, дружище. Измотаны тоже сегодня. Танюшка, приветули тебе, Танечка вторая. О, красавчик. Давайте, ребятки, давайте быстрее. Так, кто там? Ну-ка, кто там, Артем или Сережа? Как? Ну, чё? Бестолковая херня. Вот так. Вы им только рот не закрываете, вы блокируете. Ну, это один и тот же человек, этот Максим. Самое страшное, что ему 32 года. Он почти как я. Я думал, он маленький, там, лет 10. Оказывается, нет, ему 32 года. Ну, правильно, ни детей, ни плетей, ни работы, ничего. Что делать? Только вот так вот балаболить. Эдвард, здорово тебе, дружище, здорово. Здорово, дружище. Сегодня хуже. Хуже? А чё, Танюш? Тебе либо Аришке? Блин. Зерновка... Геймер, дружище, если бы Зерновка пришел, у меня бы сейчас онлайн не было бы, наверное, 12. Ну, человек там 120, 200, 300, может быть, бы сидело. Я уже забыл про него. Вот. Про этого Андрюшу. А она все. Я ж не знаю эту песню. В темно-синем лесу, где трепещут осины, что ли? В темно-синем лесу, где трепещут осины. Или что там? На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом напевали. Нам все равно, нам все равно. Боимся мы волка и сову. Время есть у нас, самый жуткий час. Подожди, мы волшебную косим три травы. Ну, Танюш, ну не знаю, эту песню. Я покажу проект себе. В проекте, да. Я сегодня, кстати, 2 песенки в смыл загрузил. Ахра и... Что еще? Опять забыл. А, голуби, да. Трофим. Верина песенка любимая, да. Представляешь? Загрузил. А покажи мускулы. Татьяна Щербакова. Это кто это вообще? И уже Не, подождите, не блокируйте. Татьяна Щербакова. Зайдите кто-нибудь к ней на канал. Посмотрите, сколько подписчиков. Посмотрим. Покажи мускулы. Татьяна, ну это надо? Я. В смысле я? Я. О,
О, привет. Понятно, все, блокируется. Ну, все ясно. Понятно, понятно. Вот чё вот людям таким надо? Ну, чё вот, ну, как вот с такими? Главное, самое страшное, им 32 года. Обалдеть. Ты была щерба, что-то я не понял. А ты знаешь песню «Как видение неуловимо»? Каждый день ты проходишь мимо. Ай, ай, ай. Вновь и вновь не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Я слышал ее, Эдвард. Слов нет. О, теперь 100 зуб. А ты была Щербакова, тебе 100 зуб, серьезно? Короче, я твою прошлую фамилию заблокировал сейчас. Это нифига себе. Девичью. Да я понял, девичью фамилию твою блоканул. Понял, жаль. Жаль, конечно, Эдвард. 200 зуб. Все ржут. Мысли ржут. А чё ржут-то, Танюш? Так, пойду дымить, заодно кофту одену. Чё-то мне холодно стало, ну серьезно. Сейчас я вернусь. Тара-пара. Так, что у нас там было? А, мы с Машенькой, да, пели. Значит, надо идти дальше. Куда уходит детство? А это что за ущерб? Эдик, всем привет, а это что за ущерб? Подождите, ребята. В смысле, Эдик? Кто за ущерб? Позже вернусь. Кто ущерб? Не понял. Была щербатая, стала 100 зуб. Эдик. Привет, Миша. Поле, привет тебе, радость моя. Вот этот Эдик, что за ущерб, я не понял. Эдик, ну-ка выйди, скажи. Ежик. Вы ежиху не видели? Нет, не видели. Привет. А, понятно, все, блокировочка. Кто там? Ну, Артем, ты тут? Блокирую. Молодец. Молодец. Так, ладно, короче, я пошел, покурю. Вот так вот сейчас сделаем.
Сара, ну будь здорова, Сарочка. Ну. Леха, холодный, гитарист. Здравствуй, дорогой, спасибо, что забежал. Да вот. Там кто-то никак не угомонится. Ну, пожалуйста. Почему он меня забанил, не пойму. О, Саша, здравствуй, тут веселье, Санька. Здорово тебе. А где Алексей? Леха что, зашел, ушел, что ли? Ну, ёкарный бабай. Ёжик, я не думаю, я знаю, что Макс норм. Михаил, благодарю. Да, Сарочка, мне ничего, господи. Будь здорова. Опа, Танюшка. Привет, Оля. Верочка. Вот и Вера. Весело сегодня, прям, блин. Никак не угомоняться, ребята. Ну, ничего страшного. Всех переблокируем нахер. Ежик, как ты? А ну пой мою. Вот. Еще разочек. Ну-ка. Заблочите его. Еще раз. Пока не извинится за свои слова, так и будем блокировать все аккаунты. Молодцы, ребят. Твою спеть, Вер? Да не вопрос вообще. Вот. Хотя, что, даже если извиниться, смысла нет. Он уже наговорил на 4 кости. Был бы рядом, лежал бы. Вот так вот. Чё? За свои слова мужик должен отвечать. Вот и все. Так, да, вот оно, детство босоногое. Вот сколько народища-то, а? Поле, ваше право. Опачки. Ежик. Как это анекдот, да? Очень брезгливый ежик не до конца сворачивался в клубок. Че ты, Сань, нормально все у тебя? Александр? Цыц. Цыц. Ежик в тумане. Ну да, ежик. Ты что ли? Сдох, что ли? Анекдот там пошлый, я его не буду рассказывать. Ну что, поперли? Верочка, твою песенку. Верунчик. Сейчас дождемся ответа Веры и будем петь. Погнали. Погнали, чё? Детство босоногое мое помнит, как пекло от раскаленных крыш в полдень, и весенний ветер надувал парус, пахнущий морями простыней. У меня под майкой голубок белый, я с утра сменял его на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливей в эти дни. Там высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко
любовь, Оля, до рассвета вечер выпускной в школе, губы которых я поднял в небо, губы чуть соленые от слез. И казалось, будто в вышине синей птицы написали мне ее имя. И вот эту память о любви первые я с собой как ладом пронес. Там так высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Вот уже роняет желтый лист, осень укрывает бережно зимы, просит старые привычки бережешь свято, мелочи приковывают взгляд. И когда тоскою защемит сердце, я спешу навстречу со своим детством, поднимая в небо голубей белых, словно много лет тому назад. Там так высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. И рядом только небо синего. И рядом только небо синего. Да, офигенная песенка, Верина. Так, Сереж, ты вернулся? Тут весело у нас прям, блин. Весело, весело. А чё ж Лёшка-то ушел? Ну, ёкарный бабай. Ну как так? Зашел и ушел, Лёх. Пурум-пум-пум. Господи, какой дебил. Ну просто, ну дебил, ну настоящий дебил. Вот как? Ну как? 32 года мужику. 32 года. Видать, ни детей, ни плеть. Самое страшное, ребята, когда вот маленький сидит там лет 10-15. У меня сыну 15 лет, он никогда в жизни такого не напишет. Вот. Это ладно, да? Когда сидит взрослый мужик, ему 32 года. Вер, подожди. 32 года ему. Он сидит и такую ересь несет. Вот это страшно. Такой дебил может что хочешь сделать в реальной жизни. Вот. Вот это страшно. А то, что он там пишет, мне вообще по барабану. Это точно дебил полный. Ну, я согласен. Ну, что с него взять? Таких только удары в челюсть лечат, и все. Вот. Потом начинает там ментовку звать. Это. Да я пошутил, ты чё? Вот. На 2 года старше меня. А сколько, Антоха, тебе лет? Понимаете? Нет бы, вот как Созерцатель. Он там, да, мы с ним закусили, Созерцатель. Реально, он там на сына моего начал. Вот, я его заблокировал. Потом он через донат вышел, Мишань, типа это самое. Я его разблокировал. Все. Этот никак не угомонится. Но ничего страшного, модераторы молодцы, действуют. Все твои эти заблокированы. Не беспокойся. Ну, вот. Олег, здравствуй, дорогой, здравствуй. У нас тут весело. Прям офигенно. Вот. Представляете, это не лень переключаться, переключать с аккаунта, да, выходить, всякую ересь писать. Ну, это не лень. Голубка все летает. Ну, конечно, Олежек, все летает.
Как ты, братиш? Нормально все у тебя? Сергей, цыц, говорю. Нормально с работы пришел, да. У меня сегодня выходной был. Но трубы не было, короче. Песню попел в смысле, так, по дому дела. Вот так вот. Я семечки жую. Верочка, ну обычно семечки грызут. Шо я? Уж накажу. Мама, что ты там считала? Что-то 350, 400. Надор, Гейм. О, Гейм, здорово тебе, Надор. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Хочешь кукурузу? Я терпеть не могу вареную кукурузу. Не знаю, ребят, как вы. Запаха просто не перевариваю. Еще пенки не люблю. От молока. Тюмин, здравствуй, друг. К Михаилу надо с попкорном приходить. Ну да, что, весело, смотрите. Вот. А почему ты меня забанить не можешь? Да потому что ты с разных аккаунтов, Максим. Давайте в блоковый. Пока он не выйдет, не извинится, вот, за свои слова, мы так и будем его у тебя блокировать. Вот. Хоть ты 1000 делай их. Понимаешь? Вот и все. Как дела? Нормально. Ну ладно. Все замечательно. Олег Тюмин, ты первый раз? Блин, мне кажется, он первый раз. А может и нет. Подожди, вчера он не был, Олежек? Я не помню. Так что, Максим, либо ты извиняешься, выходишь перед ребятами, передо мной, либо мы так и будем тебя блокировать. Это бесполезно. Если ты мужик. Если ты мужик, за свои слова отвечать надо. Что? Как жизнь рассказывает? Да нормально все, надо. Что сегодня отдыхал? Пришел на работу, металла нет, пошел домой. Про кукурузу. Парам-парам. Танюшка, жди, Али, может, придет. Али? Рома, что ли? Мою песню можно или нет? Карие глаза, что ли, Танюш? Ты имеешь в виду про карие глаза? Можно. Да. Легко. Ау, ау. Да споем ау, мам. Если что, меня пригласи. Бог говорит, это собачься больше. Коня говорит, если что. Ты заходи, если чё. Вот так вот он говорил. Да, так наелся. Или ау. Не, карие глаза. Давайте споем карие глаза. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить. Целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это
солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Будь здорова. Как хочу, чтоб знала ты про тебя лишь мои сны. Как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста. Только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Серега Степанов, здоров, Сереж. Натравили шиз тебе, да? Ну, у меня то же самое. Вот сейчас, смотри, видишь. О, Танюша Сичихина мне сказали, тут стримит. Давай, Кирилл, молодцы. Прям быстренько, понятненько. Видишь, Сереж, что творится? Не угомоняться никак. Ну, зависть. Ну, что, ничего страшного. Здорово, Сергей, здорово. Ничего. Всех переблочим. Не угодно. Детский сад, ну чё. Так что, Серег, крепись, братан. Хейтеры, они всегда существовали и будут существовать. Да все нормально. Да, Саша, да все нормально. Я чё? 21 человек, что, рекорд? Рекорд, Саша, или что? Был больше? Мне кажется, больше не было. 21 был вот сейчас недавно. Не, Олежек ушел, наверное, да, к жене. Спасибо, Миша. За что, Вер? За песенку? Ну, ты знаешь, я всегда готов попеть своим подписчикам. А, да это... Вот. Мне тоже звонит. Серый. Было больше, да? А, вон оно как. Где ты живешь? Я живу в Саратовской области. Нуадр. Это зависть, Сереж. Зависть и жадность – это два самых главных порока человечества. Но есть зависть белая. Да, когда человек выходит, там говорит, блин, сколько у тебя народищу, красавец, мне бы так. Вот. А когда люди выходят, всякую хрень пишут, это зависть. Вот. Жадность тоже, это, ну, жадность, мне кажется, она порок. Ну, смотри, какая жадность. Им скучно, просто вот и херню страдают. Да, скучно. Да пусть страдают, Сергей. Чё? Правильно он, Саша, показал. Средний палец. Миша, Танюшка Сичихина, привет, сладкая. Ну вот
опять, наверное. Ну, сейчас посмотрим, как себя Миша поведет, кто это вообще такой. Здорово, тезка. Саня, где ты такой палец раздобыл? Сара, как зуб твой? О, точно, Сарочка. Ёкарный баба, ты ходила? Ты лечила зуб? Это тот же самый, блокируете. Да? Давайте, ребята, ну-ка Мишу. Молодцы, 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 ребята. Прям, блин. Им не скучно, у них жизнь еще. Да, Олег, я согласен с тобой. Да что вы о них, что говорить? Сколько, что о них разговаривать? Они сами показывают себя. Ладно, сопляки сидели, десятилетние. Я говорю, у меня, из серии, ну все, Вер, если знаешь, смело прям, ты поняла, о чем я говорю. Да вон, ребята, это самое. Вот, у меня сын, ему 15 лет, он и то, да и такой говорит, он никогда не напишет такое, никогда. Вот. А этому максимум 32 года. Ну как так? Это что у него в голове? Нет мозгов? Хотя сам, помнишь, Вера писала, скучно. Вот. Скучно, да? У тебя на стриме скучно. Так не заходи, ради бога. Господи, я что? Все вроде договорились, сейчас вот опять начинается. Не знаю, может быть обострение. А обострение же осеннее и весеннее, да? А вот точно наверное, обострение, точно. Я понял все. А? Летнее обострение. Нет, мам, наверное, осенью и весной. Вот, осень же. Ну да, обострение, чё. Ну вот прикинь, Сереж, 32 года мужику. Он мужик. Он не пацан. Мужик. Сидит мужик и со всех какая-то не лень, сука, переключаться, переключать аккаунты. И заходить типа, ты меня не заблочишь никогда. Это как? Мужик, 32 года. Я его всего лишь на 5 лет старше. Вы представляете? Это нормально? Нет бы, сука, извиниться, вышел, ладно, Мишань, ну был конфликт. Я беру там свои слова назад, все. Да не вопрос, сиди. Ни хера. Ну и все, будем только так поступать. Короче, ладно, ребятки, так, вы подумайте, чем мне спеть, я пойду, короче, дыману. Время час 3. Обалдеть, 1,5 часа уже сидим. Ха-ха, офигеть. Так, куда уходит детство? Было, значит, дальше по списочку пойдем. Подожди, я пролистал, что ли? Вот, Танюш, кукушку сейчас. Да, кукушечка. Да. Сейчас я вернусь. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе не жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась
Вот, опять ирония это так. Ну, тот же Макс. Ребят, блокируйте. О, нет, это не он. Кто не он? А, что ты, Сарочка? Геймер, к 16 год. Ну, я, в принципе, с такого же времени начал дымить. Каналы видно. Но он написал уже свое. Вот. Да и веру затрагивает, заходит, веру затрагивает. Все уже ясно, уже понятно. Сразу. Да. Так что. Кто заходит нормально, сначала надо здороваться правильно. Так что вот так. Чуток подравнять, давай тоже чуток веселей. Да я веселее, Сань. Ну я нормальный, чё? Ну смотри, ты веселье какой прет. Глянь. Спасибо, Саша. Спасибо. Нормально, чё ты. Что тут? Тут, Танюш, прям, блин. Чё, ау будем петь? Давайте споем ау. Все хорошо, Санек, ты чё? Все нормально. Просто удивляюсь над некоторыми людьми. Понимаешь? Как так можно быть таким? Вообще без понятия. Че, ау будем петь? Артем, значит, тебе нравится ау? Будем петь? Нет? Вообще тут. Тёма. Тёма. Ау, ау, да. Ну, молодец, все. Если теперь слушай просто, и сиди и слушай. Работящий парень, да? Конечно, работящий. Артем вообще Шикардос. шикардос. Ну, прикинь, не мать что говорит про тебя. Да, я тоже как молодая. Ай. Если превратишься ты цветочком в поле, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь рыбкой в море, ихтиандром я на дно сойду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя
Вазген, 42 годика, как дела? Нормально, здравствуй тебе, Вазген. Ну, Вазген, здравствуй, да. Как дела? Все супер, ты как? Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Танюш, какая ты вот прям вот, я не знаю. Прям вот, знаешь, как-то прям, я не знаю, как тебе сказать. Нетерпеливый какой. Ну, я только что песенку успел. Можно я отдышусь чуть-чуть? Ладно? Я ж не под минус пою, ну. Я ж пою живым голосом. Будет компьютер, буду под минус петь. А все равно пение ж пою. Я рот не открываю. Говорите, нет, еще рано. А, ты имеешь в виду мельницу поставить? Не вопрос поставим. Да. Что, понравилась песенка? Куда ты на ночь глядя пойдешь? А? Значит, Тём, что, завтра будет, да? Короче, металл, завтра будем работать. Да завтра скажу, пусть он мне отдает эти 50 на 25, 12 хвостов, и я буду опять крестики делать. И 60 на 30, да. Серега уехал, безотказный слесарь. Уехал. Понятно. Понятно. Макс никак не успокоится. Ну ладно, что. Ну что вы, блочь этого, якобы Вазген. Ребят. Да нет, она что-то завтра, что ли, куда-то хочет сходить. Ау, люди. О. Неужели такая задержка чата? Офигеть. Вазген, поздравляю. Да понятно, это из какой серии Вазген. Не лень же создавать, а? И сколько вот у них аккаунтов? У него, точнее, сколько? Если бы он подписался бы со всех своих аккаунтов на меня, представляете, сколько бы уже народа было бы на моем канале. И сидел бы спокойно. Нет, надо же подсолить. А, даже кто-то еще и отписался. Ну, ничего страшного. Ладно, пока, удачи тебе, стрим. Давай, Антоха, давай. Давай. Эдвард, да это не Вазген, это просто имя такое. А так это другой абсолютно человек. Вот. Эдвард, не обращай внимания. Ну. Все, Веру вернули к вам. Молодец. Третий флажик не получается. Натрепалась от души. Вон она что.
Наговорилась, да? Как его подопить? Я знаю, это Макс, Чекушка ТВ, вот я и говорю, алкашка Кио. Да ладно, Эдвард, не обращай внимания, ну, да зачем это, пусть, чё. Вот, от бессилия бесится, с аккаунта создаю. Мне просмотры делают. Молодцы, ребят. А что, 21 человек максимально был. Что, плохо, что ли? Или, Сань, или больше было? А вот, наверное, когда ты пришел от дяди Славы, да, тогда вот вас, когда 40 лайков мне накинули там за 3 минуты. Ты ж тогда пришел? Валера, настало твое время. Здравствуйте, Валера. Валера, настало. Не, я так не умею говорить. Это с той серии, да? Не, ну, может быть, человек просто зашел. Ну, посмотрим. А хочу, что смотреть. Пусть, если кто-то заходит, вдруг это со стороны кто-то зашел. Давай. Заблокируйте, а он нормальный был бы. Ну ладно, ну ладно, чё. Возвращать уже никого не буду. Иди, Валера. Голубка, почему к тебе неровно дышат многие? Зависть, что у нее все хорошо. Понимаешь, Олег? Вот и все. Зря так блокируют. Почему, Саш? Почему? Почему? Ну-ка объясни. Почему? Ну, это интересно. Вот этот момент. А Саша напишет. Может, зашел нормальный человек. Ну, нет, ну, вряд ли, вряд ли. Ой. Олег, хотят меня все, не дают. Верно, одному. У меня Юрка есть. Терпеть, что можно. Нет, я такой, Саш, не буду терпеть. Понимаешь, человек заходит реально с плохими мыслями, да? Понимаешь? Ты не видел, что он мне писал у Веры в беседке? Что он мне писал? Вот. Ему 32 года. Он не пацан, ему не 10 лет. Контент должен жить и терпеть, что можно. Такие люди не будут, Саш, на моем канале. Пусть нас будет 3 человека, но зато мы будем свои и будем спокойно сидеть. А так терпеть, это что? Адекватный человек в трезвом состоянии пишет эту хрень. Что терпеть? Что ты ему докажешь через YouTube? Ничего ему не докажешь. Ему будешь там упрашивать его: Макс, остановись, там туды-сюды. Вот. Понимаешь? Давай, Макс, поговорим. Без толку. Я же говорю, он же сейчас вот сидит опять. Вот. Сейчас он опять что-нибудь придумает. Вот. Это подписчики, но не всех. Но это тоже с той серии был, Саш. Понятное дело. Вот, видишь, это Артем пишет: Валера, это Макс. Ну что, непонятно. Ну давайте сейчас, если человек не будет гадости писать, пусть сидит, хорошо. Мне такие, Саш, не нужны подписчики. Зачем они мне такие нужны? Великая Карина. Здравствуйте вам, здравствуйте, Великая Карина. Да я понял, что не надо так спешить. Я понял, пусть что, вот Карина зашла. О, Рома, здравствуй, Рома. Ну, вот это свой человек. Рома, здорово тебе, дружище, здорово.
Олег и не только. Вот, сам виноват. Ты первый начал на меня гнать. Блокируйте, ребят, его. Ты все сказал. Пока ты не извинишься, Макс, ты не будешь сидеть на моем канале. Тем более, что ты сейчас писал. Что ты там писал? Я там предлагаю тебе отсосать там. Ты ребрышки себе поломай, вот, и сам до себя будешь доставать. Молодцы, все. Таких людей тут не будет. Заходит, сам писал, у тебя скучно нахер. Ну что ты сюда заходишь тогда? Почему ребята заходят сюда? Чего вот они сидят? Им нравится. В Зелке я 5 лет пою. Одни и те же песни. Ничего страшного. Я на тебя начал гнать. Да ну конечно, я на тебя начал гнать. Все, вопрос закрыт. Пока этот человек не извинится, так и будем блокировать. Хоть весь YouTube на меня будет ополчиться, и будут тут тысячами сидеть. Хейтеры. Вот. Без толку. Я не пацан, чтобы такое терпеть. Что поем? Давайте что-нибудь споем. Так, 54. Сейчас песенку споем, пойду дымить и включу мельницу. Если Таня еще тут. Танюш, ты тут? Танюшка. Так, надо что-нибудь спеть. Да что я давно не пел. Так, что я не пел? Давай, что душа желает. Да что душа желает? А давайте группу Крови, да? Пойдет же, нормальная песенка. Поем группу Крови? Про сарай. Про сарай, Саш, мы пели про сарай. Ну что, группу Крови? Ежика не видали? Да ежик был тут. Ушуршал. Руки вверх. Какие руки вверх? Ты че, Артем? Руки вверх. Так мы что, не будем петь? Я могу говорить с вами, ребят. Что, мне по барабану, давайте поговорим. Ежика зажарили. Ежик, иди ко мне, молока налей. У тебя же есть песенка, то, что вообще не пел. А, ну короче, понятно, сейчас найдем что-нибудь. Ладно, ладно, я понял. Я понял. Я понял. Ключик, да, Олежек, она давно получила ключик, давно. Нас лбами сталкивали, но не получилось. Ну и теперь, короче, друзья хорошие, да. Фактор 2. Забери меня. Пойдет? Естественно, пойдет. Сейчас мы ее споем. Тихо. Мы сейчас ее споем. Это было дело. Вот, да. Давай что-нибудь про воробья. А нету, Санька, таких песен у меня пока. Это
этот день сгорел дотла. Пеплом падает листва, и ночь зажгла огни в столице. Страстно небу отдаюсь, и щекой к нему прижмусь, сорву звезду в ночной теплице. Забери меня, 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 забери меня. Обнаженная луна, словно озеро бездна, без берегов и без секретов. За невидимой чертой становлюсь самим собой, и без любви, и без ответов. Забери меня, 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 забери меня. А вот как, смотри, что поступает человек. Онлайн РТВ это Сидоров. Это вот ты, Володя, Сидоров, а онлайн РТВ это Рома. Я его знаю. Надеюсь, вы Рому не заблокировали онлайн. Рома, если тут, ты выйди, напиши что-нибудь. Ну. А вот этого Володю можно и в блог, потому что он специально делает уже. Я не знаю, чего он добивается, этот Макс, либо кто там. Вот. Онлайнера, я надеюсь, никто не трогал. Это Рома. Да, я его давно знаю. Саша тоже знает. Да все его знают. Про мокрого голубя есть на крыше? Сашка. А такие есть песни вообще? Про мокрого голубя. Олеж, я глазками стрельнула в Мишу и ключ мой. Ай, блин. Нет, Олег, все просто. Кто тут очень часто сидит, кто поддерживает меня, тот и получает модераторскую. Как вот некоторые, ну, мальчишки заходят, школьники. Дай модерку. Зачем она тебе нужна? Если ты зашел один раз и все, и больше тебя нет. И, Олег, я не про тебя говорю, вообще говорю. Зачем это тебе нужно? Ну, прикольно с ключиком сидеть. А мы уроки делаем. Ой, школа началась, да, Танюш? Саня, ты чего, мы птицы не бухаем? Да, уроки. А сейчас с каждым годом, ребят, с каждым годом все хуже и хуже про школьную программу. Я не знаю, что из детей хотят сделать. Ужас.
Это ужас просто. У детей такие головы короткие. Невозможно. Зачем это? Я говорю, я в свое время целый год, вот первый класс мы букварь учили. Целый год. Тем, за эту песню можно получить страйк. Они, короче, они даже авторские права не накладывают. Они тупо блокируют видео вот за вот этого одинокого голубя. Я ее петь не буду. Я знаю эту песню. Я даже в смуле ее не пою. Потому что я, когда еще не стримил, давным-давно я выложил с кем-то эту песенку. У меня страйк прилетел, понимаешь? А вот эти, которые обладатели этой песни, они просто тупо удаляют видео и кидают страйк. Все. Выучи в конце керды. В конце керды. Так что вот так, Тем. Я даже в смоле не перестал петь, потому что, ну, получили я, короче, страйк. Вот так вот. Так, что, пойду дымить? Павел, привет, братан, как жизнь? Здорово, Паш, нормально. Все относительно нормально. Да. Сам как? Просили песню, я прислал, я ее вообще первый раз читал. Да это Яна, что ли, ее поет, эту «Одинокий голубь». Вот. Как-то хорошая песня, да. Про голубя. Я понял, Тём, я понял тебя. Так, ладно, ребята, я пойду немножко это подымлю и вернусь. Давай про птичек. Что у нас там было последнее? Так, ага, Танюшка, песня «Кукушка». А вот «Кукушку» можно будет, кстати, спеть. Сейчас лирику откроем вам, послушайте. А я пока пойду подымлю, ребятки. Паша, улинать. Чего? Господи. Что ты верно писал?
сном ты возьмешь меня и прижмешь, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы напасть. Меня прям улыбает эта девчуля, она, короче, не столько поет, а сколько вот это вот, да, делает. Завлекает кого-то, да. Саня, бери цыпу. Цыпа цыпай, но тема не раскрыта. Ну-ка, помни, что дальше. Что это пролетело? Офигеть. Третий час пошел. Паша, иди нюхай клей. Че, Вер, Паша из той серии, что ли, тоже? Или что? Может, нормальный человек? О, Юра, когда у тебя стрим будет? Ну, серьезно. Олег, надо созвониться, хоть полялякать. А в смысле вы стрелялись, я не понял? Ну, как на дуэли, что ли? Перчат? Я вызываю тебя на дуэль. Тёма, завтра что, к вам, к 8 или что? Тём. Паша, Макс, он хочет меня. Ну, откуда ты знаешь? Может, нормальный человек зашел. Даже если Макс пока ничего гадости не пишет, пусть сидит. Будет писать гадости, заблокируем. Не вопрос. Я его глазками стрелял. А, вон оно что. Вон оно как. Глазками стрелял. Ну, давай завтра 10 часов будем разговаривать. 10 часов. Можно песенку Растафарай? Арсенчик так зайдет там. Растафарай. И все, убегает. Да сейчас споем, Арсен. Сейчас споем. Для друзей каких-нибудь, да, там, наверное. Гена, как там поживает? Нормально все с Геной? Привет ему передавай от дяди Миши. Олег, а давай завтра жду, только сам звони. Ну что, Растафарай, что, ребят? Споем еще разок Растафарайчика. Он отлично, да, хорошо. Передай ему привет от меня. Да, я представляю себе, я спор проиграл. Вы бы замучили меня, да? Каждый день. И писать во всех комментариях. Че сотку? Когда ты, дядь Миш, соточку отдашь? Когда отдашь соточку? Дядь Миш, ты отдавай соточку. Все, привет. Это Арсен же, Арсен. Мальчишка с Узбекистана. Ну что, Растафарай поем? Про сарай, Саша, про сарай. А ты что, ее не слышал уже, да, Саша? Поцелуйте веб-камеру, как вчера в начале стрима. Ничего я вчера не целовал.
А, типа хотел, да, поцеловать. Мих к 8. Я понял, Тём. Да я так по-любому к 8 прихожу. Не, раньше что-то к 7 приходил. Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, света солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. И снова бьет мне в глаза, манит меня в ночи луна темнота. Ой, да темнота, не отпустит ты меня, колет мне в бок, будто сталь, песен даль, горизонта печаль. А мы ж тут все стаканы тузами пили, не смогли, смеялись, джокеры твои горстями звезды сыпали. Остановись, погоди, да ты не стой, садись в ногах, не томись. Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, света солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Чё, голубушку-то не блокируйте, ребята? Огонь нажег, сильный смог выдохнет, муза пара строк под капюшон, на листы проснулся, Раста тексты, кто был добрей, чем Марлей, тот гаджа, ты да гаджа. Злой вой лесострой, сколько тут забрело нас, ой, кто-то нам рано на покой, кому надел раны, ой, да ну ты встань, ты за моею, за спиной, дорогой. Мой Вавилон ведет к землям Сион, Растафарай, охраняемый львом, место добра, место боли и зла. Растафарай, Растафарай, света солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, света солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла. Растафарай. А чё вы голубушку не заблокировали? Голубка это Вера, а голубушка вот это типа все к Сидорову, он раздает там и фотографии. Чё вы его не заблочили? Опять этот Макс. Ну вы чё, ребят? Саша, Артём. Не угомонится никак человек. Ну, надо угоманивать. Да не, Арсен, не обращай внимания. Это, знаешь, так, повернутые люди, которым делать нечего, понимаешь? Вот. Надо заморочиться, даже такую фотографию скачать, поставить на аккаунт, такую же. А где голубушка, я не вижу. Ну посмотри чат, там голубка, ты что-то про сыр говорил, и потом он пишет. Это типа, все к Сидорову на канал, он там мои фотографии раздает, твои якобы, если уже не заблокировали. Ясно, наверное, извращенец. Нет, Арсен, просто без мозгов человек. Вот у тебя, тебе 14 же лет, ты вот и то умнее его, понимаешь? Ты вот сидишь, нормально все пишешь, правильно? Вот. Это без толку, как? А ты, Саша, говоришь, что надо терпеть все. В смысле терпеть? Такую ересь терпеть от взрослого мужика?
Миш, все нормально. Все, Саш, спасибо. Все, Санька, я понял. Я бы посмотрел на нее. А вы купили кнопочные там сигареты со вкусом? Нет. Нет. Зачем? Я обыкновенные дымлю. Вот. Я его раньше, видать, заблочил. Нет, как ты его заблочил раньше? Я как раз стафарай пил, ты написал Олегу что-то там про сырок или что-то такое. И потом он сразу написал Голубушка у него был аккаунт. Голубушка. Да. Повнимательнее, ребят. С Руси или просто музычку. Я играю, Арсен, что вот я знаю, то я играю. О, народную. А, на других. А, я понял, Вера, я понял тебя. Я понял тебя. А попробуйте сделать битбокс. Просто, господи, Арсен, о чем ты говоришь? Какой битбокс? Пели. Это пели. Смотрите в оба, я дымить пошел. Давай, Тим, давай. Бляха-муха, зато опять на работу. Ага. Здорово, Юрок. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, Юра. Здравствуй. Чат-рулетка на этот канал выкладываю, дядя Миша. Потом посмотрите этот мой канал, там пару видео. И хорошо, Арсен, я понял тебя, я понял. Здорово, Юр. Здравствуй. Спасибо, что забежал. Че ты, как ты? Не обессудь. Ты где пропадаешь, Юрок? Занятой, наверное. Работа там, да? Что, семья, все дела. На объясной, да? Ксюша, про все один. Привет, родной. Ксюша. Привет, Ксюш. Это с Арсена, походу, канала. Ксения. Если я не ошибаюсь. Да, на работе все. Я понял. У меня тоже сегодня только выходной был. Сегодня вот только выходной, я имею в виду, был. А так тоже работа.
Ну так вечерами стримим. А, ну ты чё? Нет, нет, подожди, стой, подожди. Вер, подожди. Человек сидит адекватно, пусть сидит. Пусть сидит. Подожди, посмотрим. Погоди, сейчас вы что-то скажет, полетит. Откуда ты знаешь? Ну да, в принципе, Олежек прав, там, Ксюшу не трогай. Да, ты чё, Вер? Просто Арсен, у него тоже там свой канал, там люди. А я ничего. Сейчас поглядим, чё. Посмотрим на поведение. Вот. Юр, я понял, первый класс, первый раз, да. Ой, боже мой, братан, как я тебе сочувствую в этом плане. Че, уроки там учить? Я готов заплакать. Почему? В смысле? Слушай, а ты что, юбочку одел? Подождите, ребят, ну может, действительно, Ксюша. Ксюша цвятые. Дети мороженое, его бабе цветы. Смотри, не перепутай. Че, Саш, я думаю, сегодня подольше посидим, да? Смотри, какая веселуха прет, прям, ох, ёкарный бабай. Карины всякие, да, там заходят. Лазгены 42-летние. Эдвард Борис, я в трусиках и маечке. Ну, понятно, теперь можно блочить. Все ясно. Даже писать по-русски не умеет. Ёкарный бабай. 1-2 сентября душу задевает очень сильно. В смысле, Юр? Воспоминания или что? Или вот это тяжелый, Юрок? Напиши, пожалуйста. Чипиму. Чё чипиму? Почему ты хотел сказать, Саш? Споешь 3 сентября. Юр, ты ее просишь очень давно, я и не знаю эту песню. Я даже в смуле, я даже ни разу не слышал. У меня есть камера, вот в тетради примеры пишите, сфоткаете, а потом ответ. Вот и вся Ксюша. Ну, понятно, ну да. Беслан еще лезет в голову. А, ну, это, да, это... Да. Ладно, поем. Ночь. Какая ночь. Качает ветер паутины
кружева. Прочь, куда-то прочь, ведет дорога в Млечный Путь и в никуда. Я понимаю, что должна цвести сирень. Фонарь качнется и толкнет немую тень. Я понимаю, что за осенью зима, но не понять, что я один и ты одна. Я понимаю, что должна цвести сирень. Фонарь качнется и толкнет немую тень. Я понимаю, что за осенью зима, но не понять, что я один и ты одна. Ох, а вот порой я не хочу искать правдивые слова. Толк, да видит Бог, его не будет в этом мире никогда. Я почитаю то, что память сберегла, и провожу тебя до самого угла. И не боюсь, что тонет молодость в вине. Боюсь, что перестанешь снится мне. Я понимаю, что должна цвести сирень. Фонарь качнется и толкнет прямую тень. Я понимаю, что за осенью зима, но не понять, что я один и ты одна. Ночь, какая ночь, зажгла огарочек расплавленной свечи. Дождь, прохладный дождь, пусть говорят, а мы с тобою помолчим. А вдруг ты спросишь снова, как твои дела? И мне захочется вдруг твоего тепла. И не боюсь, что говорю я сам с собой. Боюсь, что не услышу снова голос твой. Я понимаю, что должна цвести сирень. Фонарь качнется и толкнет немую тень. Я понимаю, что за осенью зима, но не понять, что я один и ты одна. Да что ты, флажолет-то получается, то не получается. Голубка, я отойду, посмотри, окей. Такая песня, на то вы говорите, что у меня песен новых нет. Есть они, есть. Только я просто привык, как бы, вам нравятся вот тут песенки, которые я пою вам, каждому индивидуально. Ну и как бы. Вот Саше, мне кажется, уже эта песня про сарай уже прямо нравится, да, Саша? Так, 2:32, пойду я дымну, а вам что-нибудь сейчас включу. Минус 10, того 40, хорошо. Минус 10, ну, что-то маловато. Максик, накинь там минусов еще, пожалуйста. Да. Пожалуйста, накинь там штук 40-50, да, если можно. Так, видео с красивой девушкой было, значит, дальше поехали. Сейчас мы Ух ты, сейчас мы посмотрим. Нет, это не то. Так, Стой.
Так. Отпускай. Во, Максим, точно. Ой, не то. В смысле? Ага. 30-14. 2 прибыл. Ну, нормально, что, пусть прибавляют. Надо. Рекорд надо побить. 16 было минус. Пусть побьют рекордик. Да пусть вообще еще 2. Ну и нормально, что. Еще надо больше. Еще надо больше, ребят. Вот, так. Я пошел подымлю. Сейчас я вернусь.
Какая-то песня длинная, или я так быстро подымил. Так, хулиган, здорово. Да, Алибаба. Артурчик, здравствуй, дорогой, здравствуй. Настя, что это такое? Что за повод? Ты что, Настюш? Ну как так? Ну ёкарный бабай. Миша, солнце, привет. Настенька, ну что с тобой? Что случилось? Зачем ты так на это самое? Не, ну самое интересное, смотрите, как пишет, все без это самое, без ошибок. Настя, что за повод? Ну, голубка в сторону. Я тебя искала. Голубка в сторону хера. Где ты была, говорит. Полли вернулась. Полли. Привет, Оли. Александр С. Танюшка ушла. Вы что тут, Полли с Таней, вы что-то вдвоем ходите, бродите. Миша, я вышла из депрессника. Настя, какой депрессняк? Хочешь, я тебе объясню, что такое депрессняк? А что тебе... Давай подискутируем. 4 дня там была. Что за депрессия? Повод. Какой депрессии? Это знаешь, у тебя организм уже женский требует детей. Да, Саш, я прав? Даринка крашеная. Не, Настя свой человек, очень хороший. Давай позвоню, расскажу почему. Только не сейчас, не сейчас, у меня стрим слетит. Только не сейчас, хорошо, у меня же через телефон. Я на модем никак не могу накопить. Но. Давай, я не знаю, давай после стрима, что ли. После стрима. Давай. Че, по-серьезки, что ли, что там? Это смотри, был. Ну, поверишь, это было жестко. Ну ладно, объяснишь. Ну, главное, вышло, что, нормально. Я тоже был в депресснике, когда со своей расстался. Вот это, я понял тогда, что такое настоящая депрессия. Да вообще ничего не охота. Человек всегда что-то хочет. Вот всегда. Чего-нибудь. Да я не знаю, даже мороженку хочет. А это вообще ничего не охота было. В одну точку лежишь и смотришь часами. Вообще по барабану. Я с сердцем чуть в больницу не попал. Ну, значит, что-то серьезно было. Настюш, ну, после стрима мы с тобой созвонимся, да. Или ты спать уже собираешься? Собираешься спать или еще нет? WhatsApp? Ну, конечно, WhatsApp. Что? Конечно, в WhatsApp будет, да. Созвонимся с тобой. Я тебе сам позвоню тогда. Нет, не сплю. Как там твой Павел? Вы что, в натуре? Вы давайте детишек делайте. Просто забухал. Кто забухал? Че забухал? Кто, Саша, забухал? Прекращай, Настюш. Это... Блин, я понимаю все. Паша Умочка выдержал все, что меня несло. Любит тебя человек, что любит. Да. Но несло тебя, так я понял. Ну, я тебя знаю так-то, по залке. Цени его. Я вот не ценил, что было. Теперь вот один. Цените то, что имеешь.
Я тоже сам знаю. Я знаю, Настюшка, я знаю. Да. Да не первый год тебя знаю. Давайте «Березу» споем. Да, Саша, тебе же эта песня нравится? Ну, она такая прям. Ой. Далеко за речкой рос кудрявый клен, белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, он березе тихо песню напевал. Белая береза, я тебя люблю. Ну, протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Она игриво шелестит листвой. У меня есть милый ветер полевой. И от слов от этих северный клен дрожал. Лишь в березе тихо песню напевал. Белая береза, я тебя люблю. Ну, протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. И однажды это ветер услыхал. Страшной злой силой он на клен напал. И в неравной схватке пал кудрявый клен. Только было слышно через слабый стон. Белая береза, я тебя люблю. Ну, протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Далеко за речкой рос кудрявый клен. Белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, он березе тихо песню напевал. Мишенька, мне надо поговорить с родными людьми, мне реально тяжело. Настюш, поговорим, что-то, что не впервой. Поговорим, конечно, обсудим, что-нибудь обсудим. Вот. Не вопрос. Я тебе сам позвоню тогда на WhatsApp. Вот. Серега вернулся. Нам и тут уже почти 3 часа. Да. Саша, тебе не понять. Да нет, Настюш, Саша, так, взрослый, он старше меня. Вот, понятливый человек. Мандаринка, не грусти.
Депрессия страшная. Я не думал раньше, что депрессняк. Это очень, оказывается, страшная вещь, когда ты теряешь смысл вообще в жизни, просто теряешь. Конечно, руки на себя не накладываешь, но это ужас просто. Но меня, считай, от депрессии работа, наверное, только спасла. А так бы. Страшная вещь встала. Не понял, Сереж, не понял тебя. Ах, нифига себе. Настюш, ну ты дождись, я тебе обязательно позвоню. Да. Давай, что, какой тебе песню спеть, я не знаю. Давай споем. Ну, конечно, серьезно. Ну, что, надо писать-то, я ее знаю не первый год. Ну, никогда попусту не пишет. Точно, мальчик. Ну, будь здоров, мам. Ну, понятно, что не в алкоголе искать, Саша, но все равно как-то, я не знаю. Тут дело такое щепетильное. Вот, ну, видишь, она сидит сейчас с нами, значит, уже более-менее. Потому что, когда у меня депрессия была, мне вообще ничего не надо было. Вообще, нахер, ни интернет, ничего. Ходил, говорю, на работу, как зомби, короче. Вот. И это, она же не бухает, она работает, все нормально. Там, ну, видать, что-то стряслось. Да. Да как без проблем в жизни? У всех проблемы. У кого-то они большие, у кого-то маленькие. Наталья Перевозникова, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Наташ, привет тебе, привет. Спасибо, что забежала. Как там Смойл? Я пел сегодня песни, ты что, не присоединялся к моим песенкам? Ничего себе, 3 дня разговаривать не могу. Обалдеть. Да уж. Присоединился, посмотри. Хорошо, обязательно посмотрю, Наташа. Посмотрю. Спасибо за присоединение, да. Я еще сегодня 2 песни. Ты же видела там, да, вот там приглашение, короче, что там еще? Избранное, вот это песни. Я сегодня еще 2 песенки загрузил. Ахра и Трофим Голуби. Если хочешь, пой. Ну, ты будешь петь, уже не ко мне присоединяться, а просто петь уже к тебе будет присоединяться. Я не знаю, вы там пишите в Смуль, какие песни загрузить. Или, не знаю, в комментариях к моим видео, к моим стримам пишите песенки, кто со Смулью. Я буду искать их, загружать. Вот. Посмотрю, Наташа, да, обязательно посмотрю. Платье белое. Зачем ты это сделала? Надела платье белое. Вот эту, Настюшка. Это тяжело, но надо, ты можешь, когда трезвый, уже атомной войны. Да не, она нормально, Санька. Я говорю, она вот сидит уже с нами, значит, все нормально. Тяжело, но уже самый, как говорится, пик вот депрессии прошел. Я тебе говорю, я ее года 3 знаю. Мишенька, да, она сейчас споем, Настюш, споем обязательно. Не вопрос, вообще не вопрос. Сейчас споем. Я с вами, Верочка, я рад. Так. Сейчас. Где она у меня? Это, наверное, на другой тетрадочке у меня. Сейчас мы ее найдем, Настюш, чтобы не уходи.
А то бывают такие моменты, что поешь песню, а люди уходят почему-то, я не знаю. Да, я видел, это большой умничка. Ну да, да. Времени нет, Наташ, можно было бы столько песен загрузить. Очень много. Да. Саша, если тебе не понять. Ну ладно, ребят, ну где она? Вот она, песенка, да. Так, с какой тональностью петь? Блин, я опять не записал. Не, Вера, я не могу. Сейчас не могу. WhatsApp. Вроде бы СМИ. Вроде бы с Р. Зачем? Не, СМИ. Ага. Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку нежную, на голову фату. А может, ты забыла, как мне ты говорила, как часто говорила, что я тебя люблю, сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу. Наш караул идет тропой, и каждый к своему посту, и каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут. Любимый, милый, дорогой, тебя я жду, тебя я слышу. Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать, и снятся им родные леса, поля густые, и девушки, которые им обещали ждать, сливая черным сапогом с травы прозрачную росу. Наш караул идет тропой, и каждый к своему посту, и каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут. Любимый, милый, дорогой, тебя я жду, тебя я слышу. Теперь мне часто снится, как свадьба веселится, знакомые их лица, и горько им кричат: любить ты обещала, но слова не сдержала, а только написала. Ты все поймешь, солдат, сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу. Наш караул идет с тропой, и каждый к своему посту, и каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут. Любимый, милый, дорогой, тебя я жду, тебя я слышу. Да, такая песня грустненькая. Что, поешь со мной? Ну, нормально. Сейчас в слезах, наверное, Настюш, тогда. Ну, слезы очищают душу. Да, бывает иногда полезно поплакать в подушку. Это все стереотипы, там мужчины не плачут. Это бред. Да. Мишенька, спасибо. Настюш, ну мне не жалко же. Никогда не жалко было спеть. Особенно в таких ситуациях. Там, поддержать разговор.
Мать купается на ночь глядя. Ой. Даже, Настюш, все нормально будет. Ну, да. Что бы ни случилось. Надо жить, продолжать дальше жить. А чё так руки на себя? Ну зачем это? Да? Кому ты что докажешь? Никому, ничего. Назло всем этим преградам, проблемам. Надо жить. Поговорим позже, мне очень надо. Мне очень надо. Я понял. Поговорим обязательно, Настя. Ты чё? Конечно, сколько мы с тобой говорили. Поговорим. Не вопрос вообще. 11 человек сидят, обалдеть. 3 часа стрим идет. Я в шоке. Серьезно? 11 человек. А чё по фоллову? Нет, никто не... Один подписался. Так что, Настюшка, Пашу в зубы и детишек делай. Хватит уже, ну, что это такое вообще? Ну, сына Мишей назовете. Не, ну а что? Осталось. Людочка, здравствуй тебе, здравствуй. Привет, Люда. Привет, привет. А включи нашу останусь. Останусь. А слушай, я ее, наверное, не скачивал, наверное, даже. Вот этот шут мы с тобой пели, что еще потом? Или Шатунова. Мне кажется, я сам не скачивал. Такую песню я не сохранил. Но я же ее скинул на YouTube, правильно? Я ее найду. Бандитский Петербург я сейчас включу. Но мы, правда, не с тобой ее пели, но скинул на YouTube. Значит, она у меня есть. Слушай, Настюш, ну будет время, ты поклемаешься. Там, не знаю, поищешь, что ли, на канале у меня ее. И просто комментарий какой-то поставишь. Ладно, я сам заморочусь. Так, короче, я сейчас включу, пойду дымну. Включу я вам «Бандитский Петербург». Тоже такая песня. Или что, или дальше. Песня, цепляющая душу. Вот это какая песенка. Тут я. Лайк полетел, 30-й мой. А наша же есть. А какая, Настюш, в смысле наша? Какая? Про что ты, Настя? Про какую? Бандитский Петербург. А может мы с тобой пели? Я не помню, сейчас посмотрим. Душевно получилось.
Я не помню, с кем же я ее пел-то. Год коротко. Макс сколько раз заходил, столько дизов накидал. Ай, даже я не обращаю внимания. Сейчас, подождите. Нет, не с тобой, Настюш, мы ее пели. Не с тобой. Я что-нибудь другое поставлю. Песня, цепляющая душу. Что это такое? Шатунов можно в ускоренном режиме. Нет, цепляющая душу. Вот. С Натальей ты пел. Коротко. Печаль, ну ладно. Сейчас я вернусь. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Не печальная, словно с темного неба сошедшая, песнь моя обручальная, звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу тебя добрую, милую. Что не сбудется, позабудется, что не вспомнится, то вспомнится. Чего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Да, верно. У Насти сейчас ой, господи, злой мандарин. Проблемы, короче. Сосед уехал на свадьбу. Так что хоть до утра могу петь.
Значит, все образуется. Я тоже, когда был в депресснике, после разлуки со своей, тоже думал, все, короче, конец, тушите, ничего страшного. Время лечит. Все лечит время, да. Ты до утра не можешь. Конечно, не могу, мне на работу. Мне на работу. Вот. Как мандаринку зовут? Настя ее зовут. Настя. Анастасия. Сашка, ёкарный бабай, сосед, здорово тебе, Санька. Здравствуй, ты чё, все, уехал, уволился с работы, что ли? Ну как так, братан? А, Санек? Как же так, Саш? Тяжело? Это не тяжело, Санек. Еще не тяжело. А он уже бывший сосед, он уехал, все. Он от нас уехал. Так паренек такой, вот такой, в компьютерах шарит, блин. Молодец. Как он мне его чистил. Я в шоке был. Что-то нажал, бабах, 28 гигов. Улетело, короче. Памяти, мусора. Я в шоке был. Начал компьютер думать. А, на 2 недели. А, отрабатывать ты имеешь в виду, приедешь? Чё ты на гитаре бренкаешь? Отрабатывать. Да, брынкай. Научишься, если есть желание. Самое главное, Санька, чтобы желание было научиться. А же вон YouTube в помощь еще. Главное, чтобы слух у тебя был. Научишься. Вся жизнь впереди, Саша. Давайте что, кредо что ли спеть? Ой. Тара-та-тара-тара-тара. В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза, как море, словно ночь твои ресницы. Твои руки, словно крылья, крылья одинокой птицы. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся. Ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся. Ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Среди серых стен молчания я тебя нашел случайно. Я позвал тебя с собою
У тебя глаза, как небо, словно ночь, твои ресницы, твои руки, словно крылья, крылья одинокой птицы. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся. Ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся. Ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Настюш, я сказал, я позвоню. Настя, ты, главное, не засыпай. Все, пошел спать. Всем добра, всем спокойной ночи. Давай, Тём, давай. Я сейчас тоже немножко посижу, наверное, до 3:30. Добью. Хотя соседей нет. Они уехали на свадьбу в Саратов. Можно сидеть хоть до утра. Но не хочу вот таким вот вареным ходить на работе. Опа, не ждали, вообще не ждали, Танюш. Я тут не сплю. Ну все, Настя, не беспокойся, я наберу тебя. Обязательно. А я приперлась. Ну как приперлась? Ты пришла, а чё ж ты приперлась? Ой. Давайте скрипача, что ли, споем прям завслед. В каждом сердце есть больная рана. В каждом сердце не стихает плач. Вышел на арену ресторана, наглухо обкуренный скрипач. А когда он медленно и нежно поднимал опухшие глаза, в зале умолкали все девчонки, и на миг умолкли фраера. А скрипач наигрывал на скрипке, строя горы с человечьих мук, и со стоном вырывались струны из его ошеломленных рук. Скрипка, скрипка, не могу я больше. Перестань, родимая, не плачь. Пусть тебя как девушку нагую, до утра ласкает твой скрипач. Скрипка, что оборванные нити обмотала с головы до ног. В зале кто-то крикнул: повторите. Но скрипач играть уже не мог. Скрипка, что оборванные нити обмотала с головы до ног. В зале кто-то крикнул: повторите. Но скрипач
играть уже не мог. В зале кто-то крикнул: повторите. Но скрипач играть уже не мог. А я-то говорю, что, Настюш, то, что не испугайся. Так видео вы звонком тебе звонить? Или что? Ну, да походу, да, как я тебе могу испугаться, если я тебя видеть не буду? Да я тебя видел, господи, что и пугаться-то. Прям якобы прям такой прям. Ален Делон, ёпта. Так, Серега, уходишь, что ли? Давай, Сереж, спасибо. Да, Мадарик, все будет хорошо. Правильно Олежек говорит, все будет нормально, Настюш. Это временные трудности, их надо пережить. Надо. Судьба наша кидает нам иногда такие вот преграды. Женька, здравствуй, доброе утро. Ох, нифига. Ну, у нас в квартире газ, вот, у нас без 5:11 вечера. Ты в таких видах не видел меня. Ну, увижу, что. Ничего страшного. Судьба кидает кренделей. Да, да, Жень, совершенно верно. Еще каких кренделей кидает судьба. Бывает, знаете, каких кидает судьба кренделей, что в Бога хочешь разувероваться просто. У меня друг есть, у него мать убили. Вот он верил в Бога, все. Я говорю, ну там, я ему что-то нелепо, да, вот это говорю. Он говорит, Мишань, моя мать за свою жизнь никогда никого не обидела. Никогда. Почему он забрал ее? Почему? Какой Бог? Его нет. Короче, он все, он не верит, короче. Как не зайду, все, у тебя стрим. Ну, Блэк, я же не сутками это самое. Здравствуй еще раз. Так что, так, судьба, да. Не знаю, вообще, с другой стороны, в судьбу, вот как помните Терминатор 2? Нет судьбы, кроме той, которую мы творим сами. Ну вот какая судьба? Я вот сейчас живу, да? Я сейчас пошел с окна, выбросился и помер. Я сам свою судьбу строю. Не знаю, может я ошибаюсь, не знаю. Блэк, да, ну тут народищу сколько? 21 человек было. Я в шоке. Ну, правда, половина хейтеры. Но все равно. Мать ложила на меня. Да уж. Знаешь, спрыгнуть не так и легко. Чего? Нелегко, да щах! Хопа и полетит. Каждая своя судьба. Да есть по-любому, что-то есть в этом. Судьба там, проклятие всякие. Все это есть. Главное жить, как бы тяжело не было. Пой песню. Пой песню, не балуйся. Жень, ты не поверишь, 3,5 часа пою песни. Вот не поверишь. Я просто на работе. Я сегодня не работал. Металла не было. Да никто спать не хочет, все сидят, ребята, он общается. Что-то у меня давненько не было такого, чтобы спустя 3,5 часа 8 человек сидело, обалдеть. Я просто на работе не слышал ее. Кого не слышал? Мне было 13, я вина резал, потом да. Да это все, Блэк, это все. Какие я вон читаю чат, господи, а. Я вина резал. Упаси Боже, еще вены бы себе не резал. Тренировка через 37 минут заканчивается домой. А, вон что. Так, подожди, ты на работе или ты на тренировке? Я не понял. Евгений, Женек. Я просто на работе не слышу.
Не поверите, но я поняла, что я сильно, когда побоялась шагнуть в массу. Господи, Настя, ну что ты ужас таки рассказываешь? У меня сердце начинает кровью обливаться. Я ж тебя знаю давно. Это моя... А, Жень, я понял. Все, понял. Все, пора в люльку. Да, да давай сейчас, Саша, еще 8 минут посидим и все, и разбегаемся. Мне еще поесть надо. Вот, с Настенькой поговорить. Вот, ну что-то серьезно, потому что она так просто не писала. Гол. А кто их... А, пляжный... Короче, ладно. Гол. Что вы там глядите? Завтра будет наш из Шотландии, да? А в субботу будет этот Хабиб Нурмагомедов наш будет махаться, короче. Вот это вот, да. Ну, давайте эту песенку споем. Мышь крыло как ненормальную. Боже, что мой, обалдеть. Ай-яй-яй-яй. Ну, она вытерпела, видите, она сейчас сидит с нами. Все нормально, значит, поборола. Все будет нормально, Настюш. Почему так больно, Поль? Почему так больно? Сделай же контроль. Вот это что ли? Нет, я такой не понимаю. Женьки, я ее не знаю. Я открою тихо двери, постараюсь уйти, чтоб не услышала мать. Я сегодня буду пьяный, мне на все наплевать. В кармане диск играет песня. Ты помнишь песню, я тебя сочинял. Ты говорила, что не веришь, когда изменишь, что тебя я убью. Темная кровь по твоим губам, по твоим щекам. Никому не отдам. Блеск красивых глаз становится бледней. Ее последнее слово: прощай, Андрей. Темная кровь по твоим губам, по твоим щекам. Никому не отдам. Блеск красивых глаз становится бледней. Ее последнее слово: прощай, Андрей. И вот шагаю по дороге, по той дороге, где тебя каждый день я домой провожал. Лицом мне дует теплый ветер. Я шаг за шагом приближаюсь к тебе, дорогая моя. Ты говорила, что не веришь, что на такое никогда не пойду. Но вот звонок в 7-м подъезде, открыла дверь, и пред тобой я стою, пред тобой я стою. Темная кровь по твоим губам, по твоим щекам. Никому не отдам. Блеск красивых глаз становится бледней. Ее последнее слово: прощай, Андрей. Темная кровь по твоим губам, по твоим щекам. Никому не отдам. Блеск красивых глаз становится бледней. Ее последнее слово: прощай, Андрей. Прощай, Андрей. Прощай, Андрей. Да. Слышали такую песню? По-любому не слышали. Это раньше песня была, короче, «Сектор газа». Потом ее выкупил группа «Парадокс», эту песню. Вот так. Прощай, Андрей. Олег, не факт, не помогает.
Поддержка всегда, Настюш, помогает. Видишь, ты говоришь, что Паша твой там вытерпел твои истерики, там, вытерпел. Вот так вот проверяется любовь. Миша, песня огонь. Конечно, я слышу. Так, 3:27, чё? Еще немножко посидим, 2 минутки, и все, и, ребят. 8 человек сидят. Ну, серьезно, ребят. Обалдеть. Спустя 3,5 часа 8 человек еще сидят. Я в шоке. Настюш, смотри, я сейчас стрим закончу, и минут через 15 я позвоню, хорошо? Ладно? Настя, подождешь еще 15 минут? Я тебе в видеоформате позвоню. Ну, вот, в видеоформате. Мы с тобой пообщаемся. Миша, он сидел, терпел мои закидоны. Я представляю. Настюша, а ты... А, вот я тебе сейчас песенку спою. Она грустная, она очень грустная, Настя. Ее надо петь, ее надо слушать. В реале, как ее девушка поет там под дождем, но спою. Ни хера ты песню накинул. Какую песню накинул? В смысле, ни хера ты песню накинул? Какую песню я накинул? В смысле? Не могу понять. Какую? Прощай, Андрей. А, понял. Смотри, я сейчас тебе песню спою, она такая коротенькая. Ну ладно. Я испарюсь, убегу, улечу, словно птица. Буду к тебе приходить, я тебе буду сниться. Будешь меня вспоминать, ты лишь ласковым словом. Только с тобой мы больше не встретимся снова. Опадет листва и выпадет снег. Грустные слова, тебя рядом нет. Опадет листва, ее смоют дожди. И это все слова, а ты меня жди. Ты не пытайся создать меня вновь, бесполезно. Я не смогу жить с тобой, мне в реальности тесно. Ты будешь плакать, а может, отыщешь другую. Только ты помни, что где-то я ж все ж существую. Опадет листва и выпадет снег. Грустные слова, тебя рядом нет. Опадет листва, ее смоют дожди. Это все слова, а ты меня жди. Да, хорошая песня. В оригинале это вообще дождь, это слышно. Девушка поет.
Песня хорошая, но скучная. Олежек, ты найди, а пойдет листва в оригинале, в наушничках таких хороших, послушай. Вот. Хорошая, но скучная. Ну да, в принципе, не знаю. Никто, короче, не фоловится ко мне. Ну да ладно. Я на грани, в слезах, сложно слушать это. Я понял, Настюш, понял. Что такие? Никак я не поймаю эту херню одну. Херню надо. Какую херню? Никак не сгорается. Да, Настюшка, вот скрутила тебя житуха. Поросячий хвостик, блин. Ничего, ты сильный, ты все переживешь, я уверен. Надо даже людям догадываться, какие у них есть силы. Мой привет от меня передавай. Спасибо всем остальным тоже, привет всем. У каждого человека... Я, короче, хочу в воскресенье все-таки замутить с мамой стрим. Да, философ, потому что... Ну, будешь разговаривать с людьми, сидеть просто и все, на. Осторожно, сейчас ладно. потухнет Спасибо. опять. Да, не должно быть. Ну что, ребят, что делаем? Разбегаемся или еще сидим? 3:33 стрим идет. 11 человек, серьезно? Как такое может быть? А разговаривают 3. 9. А, понятно. Сиди еще. Я обалдеть. Саш, когда такое было? Чуть никогда такого не было. Нифига. 3,5 часа, и люди еще сидят. Обычно что, мы с тобой вдвоем остаемся, там еще кто там, Сережка. Я ничего не понимаю. Михаил, растем, значит? Сара, может быть, вполне вероятно. Саша. Да уж. Так что, Настя, все будет хорошо. По-любому. Все можно пережить в этой жизни. Все абсолютно. Тяжело, конечно, бывает. Это зрители, которые наблюдают сверху. А, шоколадка, пирожные, мороженое. Да нет, я думаю, это все свои просто сидят. Сара, Саша, кто там, Артем, Олег, Наташа, Полли, Настя. Уже вот 7 человек. Вот, вот пожалуйста. Еще кто-то двое. 31-го. 31-го было 817. Сегодня 848. Саш, я офигеваю. Ты просто о моем канале все знаешь. Офигеть, вообще в шоке. Да знаешь, мне кажется, вот я понял, не в этом дело. Дело в том, что люди сидят, людям нравится. Да. Это самое главное.
31. Вот прям на днях был. Да. Мгм. 2 июля 556 за 2 месяца. 300. Грубо говоря, 300 человек за 2 месяца. Спускайтесь вниз. Не, просто некоторые, знаешь, Сара, просто ну нечего им написать, вот они, ну просто сидят и слушают. Не все ж писать. Да и писать-то, собственно, тоже тяжеловато, правильно, там, на компьютере, либо на телефон. Вот. Ой, ой. Да, перед Новым годом у меня было 110 подписчиков, прикинь. Хотя канал 7 лет, 8 пошел. Обалдеть. Нормально все будет, надеюсь. К ноябрю 1000. Не знаю. Может быть. Саша, надо так. Сэкономить это. Точнее. И самый рекорд был 6 часов. А, ты же ушел, да? Я еще потом сидел тут. 6 часов с лишним у меня стрим шел. Я обалдеть вообще. Как-то, я не знаю. Вот этого да. Ой. Да чё, хорош, наверное, разбегаемся. Все. Надо еще поесть. С Настей еще надо поговорить. Завтра на работу, ребят. Если бы не работа, можно было бы посидеть еще. Да? Че это? 3:40. Ёкарный бабай, обалдеть. Фоллоу никто не зафолловивается почему-то. По домам все. Да, конечно, ну что, не последний же стрим. Завтра будет. Что, завтра надо видео скинуть, какую-нибудь музыку. Что, 2 дня. Не это самое. 11 человек. Серьезно. Настя Жаткина 867. Ну, молодец, что. Так у нее, ты видел, какое оборудование? У нее там, блин, вообще четко. Настюшки. А Миша, я жду звонок. Настя, я сейчас тебе позвоню минут, буквально через 10 минут. Если поесть наложу и прямо буду с тобой. Ты там себе что-нибудь тоже наложи и будем есть, короче, и разговаривать с тобой. Ну, конечно, не с набитым ртом я лучше разговаривать. Ну что, ребятки, ну, действительно, все, пора. Да, 20 минут. 12-го. Спасибо огромное, что со мной. Спасибо. У меня вот самое лучшее у меня, да. Спасибо, что поддерживаете меня. Пока. Да, конечно.
До завтра. Что, завтра днем песенка. Скину я, скину по-любому. До 2 суток не скидывал. Вот. По 2 штуки с перерывом 2 часа. Да нет, не надо. Спасибо вам за вечер. И вам, ребят, спасибо, что со мной сидели. Вот. Да, я вас всех люблю. Спасибо. Вы у меня самые лучшие. Всем удачи. Всем пока. До завтра.